Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы обсуждаем животрепещущую тему, как получить ПМЖ, постоянный вид на жительство в Дании, если нет постоянной работы, но есть фриланс или свое дело, если вы предприниматель. Потому что, как известно, для получения вида на жительство необходимо определенное время проработать при определенных условиях столько-то часов в неделю. И у нас сегодня в гостях Наталья Дауэр, успешный предприниматель, который недавно, ура, получила этот самый ПМЖ. Я тебя поздравляю, Наталья, и приветствую в нашем Мгм. эфире. Спасибо. Ребят, всем привет еще раз. Наконец-то это свершилось. Не только ура, но и наконец-то, потому что история моя заняла больше, чем 3,5 года с момента первой подачи на постоянный вид на жительство. И я думаю, что мы, наверное, с чего-то кратко начнем, да, то есть буквально пару слов, наверное, о себе. Ирина меня уже представила, меня зовут Наталья Дауэр, я детский семейный фотограф, кто еще со мной вдруг не знаком. В Дании я живу 12,5 лет. И, собственно, переехав в Данию из России, на момент переезда в течение первого года я, соответственно, собралась открыть компанию сразу. И, собственно, с 2013, да, с начала 2013 года у меня открыта компания как бы как частный предприниматель, да, то есть сейчас это форма PMV, если я не ошибаюсь, раньше она называлась по-другому, но, собственно, как бы от перемены мест слагаемых сумма особо не меняется. Вот, поэтому как бы компания была открыта с самого начала, и, собственно, платились налоги, МОМСы и так далее, и тому подобное. И, конечно, собственно, цель была изначально получение постоянного вида на жительство через какое-то время. И, собственно, когда этот срок подошел, как бы, да, передо мной встало очень много задач, там, начиная от подготовки документов, заканчивая, собственно, самой подачей и сопутствующими, да, условиями, которые нужно было соблюсти. Наталья, давай немножко сначала, чтобы было всем все понятно, потому что не все тебя знают. Наталья, когда ты начала свое дело, в каком году? В каком году приехала и какой у тебя был статус? Переехав в Данию, я переехала по визе мужа. Муж нашел здесь работу, соответственно, он переехал по рабочему виду, получил рабочий вид на жительство. Я переехала как это у нас правильно называется? Сопровождение. Сопровождающая, да, сопровождающая семья, да, соответственно, форма вида на жительство, которая позволяет работать, собственно, да, дает все те же самые права, которые есть у мужа, вот, и помимо прочего, соответственно, так как у меня уже был на тот момент свой бизнес, который я развивала в Украине и в России, соответственно, мне захотелось это продолжить здесь, и я, соответственно, начала искать варианты, да, как, собственно, открыть компанию, какая форма компании должна быть, чтобы впоследствии это засчиталось как работа. Переехали в 2012, соответственно, в 2013, в конце 2013 я уже озадачилась, собственно, вопросом открытия компании. В марте 2014 года мне уже официально открыли компанию с банковским счетом, соответственно. Раньше это называлось, если я не ошибаюсь, Self-Standy, да, как-то она называлась, Мгм. эта компания, Индивидуальный такой вид. предприниматель. Индивидуальный Мгм. предприниматель, да. У нас там в Инстаграме ребята вот пишут, что на PMV нету МОМСа. Ну, насколько я помню, на PMV сейчас есть МОМС, когда мы, соответственно, перешагиваем рубеж в 50 тысяч крон заработка. То есть сейчас, насколько я помню, упразднили вот эту self-standy, собственно, да, вот этот индивидуальный предприниматель форму, ее немножко упразднили, и они их соединили с формой, которая раньше была хобби Virksomhel, да, и, соответственно, их соединили вместе. Сейчас это единая форма PMV, насколько я понимаю. Хотя я честно скажу, я могу ошибаться. Не знаю, Ирина, может, ты меня поправишь, если ты больше знаешь в этом вопросе. М, Как мне объясняли в налоговой, когда мы перешагиваем этот рубеж 50 тысяч выручка, у нас становится другая форма компании, то есть мы ее переоформляем, и она называется уже не PMV. Но давай Окей. расшифруем, что такое PMV и что такое EMV, потому что нам пишут тут в комментариях в Инстаграм. Ну, вот да, да, правильно, потому что форму поменяли. Что у нас, соответственно, я честно, как бы вот, ну, собственно, вторая форма EMV это как раз и есть Enkельмент Virksomhel, собственно, та Мгм. форма, которая у меня с самого начала была. А PMV, что такое P, я не Это знаю, приват. простите. Это Приват, приват, окей, да. собственно. Это Ну, то когда есть один человек.
один человек. То есть, ну, как бы на Enkelmann Wipsenfeld ты тоже один человек, но ты имеешь право, например, я не знаю, мой муж может работать в моей компании, да, и, соответственно, какую-то часть своего дохода проводить через мою компанию, да. Ну, соответственно, я ему могу выплачивать эти деньги, которые он заработал, да, в конце года, либо эти деньги могут оставаться на компании таким же образом. Ну, тогда единственное, это будет считаться условно моим доходом, да, то есть Мгм. мне с этого придется платить налог. Итак, 2014 год это был. Ты открыла фирму, и ты сразу начала аккуратно документировать часы, свой заработок, свои расходы. Расскажи об этом подробнее. То есть ты сразу начала думать вперед, что это будет на ПМЖ подаваться. Ну нет, конечно, изначально вообще не было мысли. То есть мне хотелось официально работать для того, чтобы, собственно, ну, какая-то была перспектива в дальнейшем возможной, да, подачи на какой-то постоянный статус или, может быть, получение рабочей визы, соответственно, чтобы, да, не быть привязанной к мужу. Там 12 лет назад все было гораздо сложнее. Например, там, когда как бы на момент получения мужем постоянного вида на жительство, мне бы пришлось менять тип визы на воссоединение семьи. Сейчас, слава богу, этого нет. Есть условия, на которых жена может остаться на тех же условиях, которые, собственно, которые были. Вот. На тот момент, собственно, не было таких мыслей. Были мысли о том, что да, когда-нибудь, возможно, это коснется, а возможно, нет, но давай будем делать все официально. И, собственно, так как Дания, не знаю, у меня вообще с Данией была такая ассоциация, что Дания такая правильная страна, тут все очень должно быть по закону и вообще как-то все очень корректно. Может быть, я не знаю, может быть, это немножко смешно звучит в рамках, там, не знаю, российского сообщества, условно говоря, но у меня не было мысли, я не знаю, вести серый бизнес. То есть вот даже Мгм. на тот момент как бы хотелось сразу с самого начала, да, работать честно. И я всегда, собственно, и кто меня хорошо знает, я всегда за это очень сильно, да, поднимаю две руки и всегда выступаю за, собственно, да, честное ведение бизнеса, официальное, да, с налогами и со всем остальным. Не знаю, честно говоря, почему на тот момент я не оформила хобби-компанию. Я, честно говоря, про них даже не знала на тот момент. То есть мне посоветовали датского бухгалтера. Она меня сориентировала с тем, что вот, наверное, неплохо было бы открыть вот такой тип компании. Подруга-финансист, собственно, сказала: о, да, это легко, я тебе помогу. Мы за вечер сели, оформили это все, собственно, быстро на Вирк Деко. После этого я подалась в банк для того, чтобы мне открыли банковский счет. На тот момент, слава богу, банковский счет стоил не космических денег, как сейчас, а всего лишь там какие-то 1500 крон. Но, к сожалению, кстати, мне не открыл этот счет ни один банк, в котором не было счетов. То есть, да, мне пришлось идти все-таки в данский банк, в котором был счет у мужа, и, собственно, где основные, да, сбережения крутились, куда мне приходили детские деньги и так далее, да, туда, куда мне приходили, собственно, все оплаты. И данский банк мне открыл бизнес-счет, собственно, да, была вот датская бухгалтер, которая помогала проверять и помогала, собственно, первое время сориентироваться вообще, какие проводки нужно делать, да, как вести правильно документооборот, там, как это должно все быть запротоколировано, какие отчеты должны быть. То есть, соответственно, я говорю, то есть я очень, ну, то есть сейчас я возвращаюсь назад мыслями и думаю, боже, а что я первый год так мучилась, зачем мне нужно было платить МОМС, и, ну, собственно, Мгм. да, как бы можно было оставаться на форме вот, да, сегодняшний там PMV, условно говоря, да, и не платить МОМС, например, хотя бы там первый год, там полтора. Я оплачивала, у меня, собственно, да, получилось так, что я сразу платила МОМС, сразу у меня включились все налоги, и ну, как бы в соответствии с формой компании мне приходилось полностью вести бухгалтерию. Я поняла, что как бы отдавать ведение бухгалтерии в руки бухгалтера мне не очень хочется, да это очень сильно накладно. Соответственно, я себе поставила задачу за какое-то определенное количество консультаций с бухгалтером сделать, собственно, ну, сделать, ну, разобраться, как бы, да, то есть как это делать самому, и, что я, собственно, успешно и сделала. То есть она мне объяснила сразу, то есть на тот момент, не иконы на тот момент у меня была Economic, да, программа вот ведения бухгалтерии. На тот момент они не предлагали никаких английских языков, то есть был только датский язык. Я на тот момент еще датским владела очень плохо. И, ну, приходилось просто записывать. То есть у меня была бумажка с подсказками, в котором был лист, там, какие проводки мне нужны, какие счета мне нужны. То есть там сюда мы разносим это, то, пятое, десятое, как делать инвойсы, да, как инвойсы отправлять клиентам.
На самом деле очень большая для меня была проблема вот именно на этом моменте. То есть, окей, ведение документа оборота есть, как это все как бы сохранять себе, в какой форме. То есть про часы на тот момент вообще было непонятно. Где-то года через 2 примерно я первый раз столкнулась, с кейсом, тоже предпринимателя, девушки, которая подавалась на постоянный вид на жительство. Тоже у нее в первый раз был отказ. Собственно, отказ был из-за того, что она не могла никак доказать, часы. Сейчас мы вернемся немножко, да, к этому, еще расскажем, собственно, Мгм. что нужно и вообще какие варианты есть получения ПМЖ. Но я буквально в 2 слова скажу о том, что это был, наверное, первый момент, который меня заставил задуматься о том, что окей, надо вести учет часов. Как? И, собственно, это был вопрос, который я задала бухгалтеру, которая мне подкинула какую-то датскую форму, которая, собственно, да, учет часов и называется, да, то есть там идет по дневной и по недельный учет часов, то есть на год, соответственно, ты можешь вписывать то количество часов, которые ты работаешь каждый день. Да, это не программа, не официальная программа учета. Мгм. Хотя на самом деле сейчас я думаю, что вполне реально поставить и такую, и там, не знаю, запускать ее на компьютере каждый раз, когда, не знаю, допустим, я как фотограф там сажусь за обработку. Плюс, да, записывать дополнительные часы, которые идут на съемку, которые идут, не знаю, на общение с клиентами и так далее, и так далее. Мне было это сложно делать, и сейчас, на самом деле, тоже я не пользуюсь такой программой, потому что зачастую бывает так, что с клиентом я могу общаться где-то, не знаю, вообще аут, там, не знаю, я еду со свадьбы, и у меня может быть звонок с клиентом, я могу остановиться на парковке по телефону, да, пообщаться там по видеосвязи и, собственно, поехать дальше. В хороших раскладах, конечно, это хороший видеочат через там Zoom или что-то еще на компьютере, но в реалиях жизни все происходит гораздо быстрее, поэтому, да, нам приходится адаптироваться. Собственно, на тот момент, когда я задумалась, вот этот файл с часами у меня появился. Мгм. Я начала его там шатко-валко заполнять, там раз в 3 месяца как-то вносить туда часы, соизмеряю, собственно, отмечаю, когда были съемки, да, соответственно, какое количество часов уходит на одну съемку, какое количество часов уходит на обработку, что я трачу еще, не знаю, там, на ведение социальных сетей, там, не знаю, на общение с клиентами, там, на подготовку документации, да, на работу в той же бухгалтерии, потому что это неудивительно, но это тоже часы, которые мы тратим, да, это все наша работа. Вот, соответственно, да, я начала записывать эти часы. Через какое-то время я поняла, что, наверно, было бы неплохо еще включить часы, ну, либо в инвойсы, либо в контракты. На тот момент, честно, меня очень мотыляло, и я не очень понимала, куда мне, как их включить. У Economic на тот момент, был довольно такой, ну, не знаю, я бы сказала, наверно, упрощенный, что ли, как бы вот, весь не упрощенный интерфейс, но как бы мало было опций, да, чтобы там, ну, постепенно все это появилось, и можно было, да, можно, так же, как сейчас в других программах, создавать свои продукты, расписывать, что в продукт входит, там добавлять, не знаю, там это часы, это минуты, это что, ну, то есть, да, там штуки, whatever, как говорится. А, но к этому я тоже, честно скажу, еще долго шла и не очень понимала, как мне официально, собственно, вот эти часы показывать, потому что непонятно было, что, собственно, миграционная служба посчитает правильным с их Мгм. точки зрения. Вот. И Наверное, есть смысл нам, да, рассказать, собственно, про да, когда ты в какой момент решила все-таки все требования пройти, посмотреть, что тебе для этого надо, какие эти требования были? ну, примерно где-то, наверное, как раз года через 4 после того, как мы здесь прожили уже, да, вот это время, я как бы, ну, на тот момент, учила датский, в датском у меня был перерыв, потом я поняла, что все-таки раз датский будет нужен все равно для постоянки и для гражданства, есть смысл его пойти доучить и таки сдать, ПД-3, экзамен, да. Мне очень сложно заходил язык. У меня и вот эти курсы датского прервались, собственно, третьей беременностью. Вообще на моменте третьей беременности у меня включилось сильное отрицалово, и мне вообще не хотелось учить датский. И после рождения третьего ребенка я еще, наверное, год уговаривала мужа уехать в Америку и вообще в какую-нибудь англоязычную страну, и чтобы где попроще было. На этом же моменте, на самом деле, у нас случился такой кризис, когда мы еще вообще не понимали, мы хотим в Дании оставаться или что, или все-таки куда-то переезжать дальше. И у меня муж потерял работу, и, то есть я беременна, муж потерял работу, прекрасная вообще перспектива в Дании. Благо он айтишник, и он достаточно быстро новую работу нашел, но на тот момент меня очень так вот хакнуло как-то, и я поняла, что так, надо что-то думать, как бы, да, и про себя тоже.
И мы рассмотрели вариант, можем ли мы, например, уехать в Швецию, и вообще, насколько реально, например, мне, как частному предпринимателю в Швеции, податься на, собственно, визу таланта или, да, ну, там, условно, да, то есть на какую-то визу вот этого кочевника, когда ты можешь, когда у тебя есть, да, доход, который приходит, то есть на тот момент я уже обучала тоже онлайн, и, соответственно, у меня был какой-то, да, сторонний доход помимо фотографии, и хотелось как-то понять, можем, не можем, что нужно для этого, как мы можем это осуществить, например, чтобы муж продолжил работать в Копенгагене, да, но при этом мы бы там уехали в Швецию, потому что, да, в Швеции правила на тот момент были гораздо проще по такой, да, получению вида на жительство, по ПМЖ и гражданству. Не получилось, потому что оказалось, что нужно очень долго было ждать эту визу. То есть у нас был вопрос там, что минимум 2 года рассмотрения вот такой предпринимательской визы в Швеции. Я поняла, что окей, значит, надо что-то думать здесь дальше. То есть, да, родился третий ребенок, еще там полгода меня помотыляло по поводу Америк и вот всего остального. Поняла, что муж не готов. Мы все посели, посчитали, поняли, что как бы в Америку мы не поедем. И, ну, соответственно, да, встал вопрос. То есть муж на тот момент тоже закончил курсы датского и подался, собственно, на постоянку по ускоренной схеме через, ну, он подался не через 4,5 года, он подался где-то лет через 5,5 примерно после того, как мы жили здесь уже. То есть там через 6 примерно лет он проживания, да, он получил постоянку. На тот момент как раз ходили вот эти разговоры по поводу того, что же делать, если вдруг воссоединяться, не воссоединяться. То есть, да, как же быть? Я начала очень плотно изучать, собственно, вопрос с постоянкой, поняла, что окей, у меня есть шансы податься по вот этим требованиям, да, которые по правилам 8 лет, то есть 8 лет проживания, да, то есть тебе нужно минимум 30 часов работы в неделю, то есть это должна быть, да, full-time работа, соответственно, 3 часов в неделю, должен быть сдан датский минимум уровень по D2, то есть я сдала по D3 на тот момент. М, и, что-то еще сейчас пытаюсь вспомнить, что там еще у нас таких, то есть там есть дополнительные требования, но на самом деле как бы дополнительно насчет дополнительных требований я не сильно заморачивалась. Многие люди сдают дополнительно вот этот исторический тест, который требуется как обязательное условие при подаче через 4,5 года. Я решила, что как бы тест я сдавать не буду, с датским у меня проблемы, я нет, не хочу как бы. Вот, тест сдавать я не пошла, но на моменте подготовки, собственно, документов для постоянки уже как бы я, ну, нашла на самом деле, у меня было еще одно дополнительное условие, расскажу чуть позже про него. Вот, но как бы на тот момент, то есть, да, 6 лет мы жили, у меня еще 2 года ждать как бы там до 8 лет, я очень расслабленно на самом деле на все это смотрела, но единственное, на что на тот момент я как бы сделала акцент, то есть я ввела прям на постоянной основе контракты для клиентов, потому что до этого это было там то есть контракт, то есть просто инвойс без контракта. То есть на тот момент я ввела контракты, в которые, собственно, прописала уже, да, в договоренности прописала количество часов, которые уходят на тот или иной пакет съемки, что в него входит, то есть подробно в каждом контракте на клиента, да, прописана эта информация. Вот. Чуть позже, уже после, на самом деле, после первого отказа, я поставила часы еще и в инвойсы. То есть как бы как раз вот чуть позже я поменяла еще программу, сейчас работаю в Dinero. В Dinero прям как-то мне вот зашло и нравится как-то так проще, чем в Economic оказалось, вести бухгалтерию. И сейчас как бы, да, у меня и в инвойсах, и, собственно, в контрактах, и там продублированы часы, именно с той целью, да, это делалось, чтобы, если что, можно было показать, посчитать, взять инвойсы за месяц, посчитать количество часов, посмотреть, как оно распределяется в течение месяца. И, соответственно, оставался все равно вопрос про то, как доказать те часы, которые мы тратим условно на вот не съемка, да, то есть то, что со съемкой не связано. То есть это большой кусок, например, социальные сети, да, там, не знаю, реклама в социальных сетях, то есть на это уходит тоже много времени. Я очень долго не нанимала специалиста, то есть там я делала все сама полностью, весь SMM по компании, то есть это и ведение сайта, да, у меня там был программист, который помогал по сайту, но обновить галереи, я не знаю, разместить новый какой-то там пост в блог или в Инстаграм или в Фейсбук, все это, конечно, занимало достаточно большое количество времени, и сейчас вот, ну, на данном этапе я честно скажу, что как бы я, конечно, нашла баланс, и у меня, ну, не знаю, там ориентировочно там 3-4 часа в неделю уходит на вот такое какое-то, да, регулярное ведение там социальных сетей. Раньше это занимало гораздо больше времени, то есть сейчас, ну, то есть есть прогресс, и как бы, да, можно, собственно, это очень сбалансировать здорово. Вот.
Пришлось записывать, ну, то есть пришлось записывать, вести прям бумажки, да, то есть я начала вести листочки еще дополнительные в Word, куда, собственно, стала вписывать. Окей, в этом месяце ушло столько часов, там, не знаю, на ведение социальных сетей, там, Инстаграм, рекламу и так далее. То есть сколько рекламы запускалось, да, то есть я сохраняла все данные по рекламе, которая запускалась. Ну, это легко найти, да, то есть там Facebook кабинет или в Гугле кабинете как бы легко найти количество рекламы, которая запускалась, когда были запущены, как бы, да, вот эти все рекламы и так далее. Да, прошу Давай прощения, у меня пришел, резюмируем, пришел. Да. Мгм. резюмируем процесс подачи заявки. Какие Мгм. документы ты собрала и сколько ждала ответ? Вот в первый раз. Так, значит, это у нас конец 2020 года. Мне нужно было как раз собирать документы. У меня как раз вот ровно 8 лет было. Я планировала подаваться, когда было 7,5, но в итоге, пока я собрала документы, как раз уже 8 исполнилось. Прошу прощения, у меня собака немножко гавкает, может быть, ее слышно. Вот. Э, Документы. Собственно, с чего я начала сбор документов? С самого простого, да, собственно, мы посмотрели заявку, что нужно в заявке написать, что туда нужно заполнить. Поняли, сколько это по времени занимает, что там заполнение заявки занимает, не знаю, там час-полтора там на расслабоне, условно говоря. Плюс, соответственно, нужно загрузить документы и, ну, посмотреть, да, то есть какие документы, собственно, были нужны. То есть мы залезли, посмотрели, какие документы нужны. С этого момента начался головняк, потому что мне пришлось, собственно, сидеть и сохранять все контракты, корректировать, искать, если были какие-то неподписанные контракты, просить клиентов подписать их. Потом, спустя, на самом деле, время, я поняла, ну, как бы особой роли это не играет, то есть даже если контракты не подписаны, ну, страшного в этом ничего нету, они все равно имеют, собственно, силу, потому что если заказ был выполнен, то, собственно, все окей, как бы, да. Вот. Собственно, мне пришлось сохранить все контракты за 4 года. То есть, да, на тот момент, это вот конец 2020 года, то есть 20-й, 19-й, 18-й, 17-й год. Картинка выглядела не очень, потому что было такое, что месяца плавали, да, там были какие-то месяца, где больше съемок, где меньше съемок. Прекрасный 2020 год мы все помним, да, когда полгода практически там, ну, то есть ну, меня спасло на самом деле то, что я не, там, допустим, не свадебный фотограф, да, и у меня не просто отменились все свадьбы, у меня была возможность снимать онлайн, и я очень быстро включилась в сферу онлайн, и помимо того, что я уже преподавала на тот момент, я стала делать, да, курсы для фотографов. Я маркетолог, как бы это мое первое образование, соответственно, как бы, да, мне это очень все близко. Я начала для фотографов преподавать маркетинг, рассказывать вообще, что делать, куда делать, как бежать и как себя продвигать, особенно если, да, человек переехал в Европу и, собственно, в Европе развивает свой бизнес, потому что на тот момент у меня уже был хороший бэкграунд, да, там 8 лет опыта жизни в Дании и, собственно, продвижения себя в Европе. А, Плюс онлайн, да, онлайн-съемки, то есть на этом прям я очень хорошо помню, что просто вот у меня там апрель-май, когда мы были все закрыты, меня просто это настолько спасло, и да, там эти съемки стоили дешевле, чем обычные, но окей, для меня это было неважно, потому что это была работа, и работа, которую можно документировать, да, соответственно, которую можно тоже включить потом в подачу, да, на заявку. Соответственно, контракты, которые я собрала, у меня было 2 коробки контрактов, Мгм. которые я готовила для миграционной службы и, соответственно, инвойсы, да. Где-то были только инвойсы, где-то были просто соглашения. Допустим, были съемки, так называемые ТФП, бесплатные или какие-то, сотрудничества, да, там с моделями или с какими-то брендами, где я делала съемку бесплатно, то есть как бы нету инвойса, но, соответственно, мне пришлось, если не было, попросить ребят там переподписать какие-то соглашения, где были вписаны часы и, соответственно, тоже это все приложить. Заявка, непосредственно сертификат по D3 экзамена. На этом моменте я внезапно обнаружила на подаче заявки, что, оказывается, есть дополнительное условие, когда ты являешься одним из основателей некоммерческой организации. На тот момент у меня была открыта некоммерческая организация фотографов рождения, и я, собственно, была, как это правильно сказать, член совета директоров, Председатель. громко звучит. Я не Председатель. председатель, но Нет? как бы участник, да, борда. Вот, то есть, наверно, да, правильно это по-русски член совета директоров серии. Вот, ну и, собственно, это является одним из дополнительных условий, когда ты именно вот в совете директоров некоммерческой организации, которая, соответственно, да, развивается здесь, в Дании.
У меня была консультация с адвокатом перед тем, как я подавалась. Собственно, мне хотелось понять вообще, насколько кейс реален, да, есть ли прецеденты таких кейсов, потому что я не находила. В основном это были предприниматели, например, которые работали нянями, да, то есть когда у тебя есть четко на самом деле прописанные часы, и кому на эти часы регулируют. И вот на самом деле кейс с моей знакомой, которой отказали первый раз именно из-за часов, меня очень удивил, потому что по факту, да, коммуна регулирует для нее часы, но ей пришел отказ, и ей пришлось каким-то образом там, да, доказывать эти часы, что они действительно есть. Вот. Я проконсультировалась с адвокатом, мы с ним, собственно, собрали вот эти все, ну, не собрали документы, да, то есть подбили то, что у меня есть. Мгм. Плюс ко всему, да, вот я обнаружила то, что окей, что я, значит, в члене совета директоров этой некоммерческой организации, по этой некоммерческой организации я прикладывала документацию о том, что мы делаем, зачем вообще, почему, откуда эта компания взялась. Вот, плюс ко всему я делала достаточно большую презентацию, страниц на 40, наверное, то есть я расписывала, что за бизнес, откуда растут ноги, что я делаю, какие услуги предоставляю, о том, что у меня, там, не знаю, работы выставлялись на выставках, да, там, участвовали в конкурсах, занимали места, о том, что я, собственно, да, там, создаю новые рабочие места как через вот эту некоммерческую организацию фотографов Мгм. рождения, так и в параллели, собственно, да, нанимая людей, например, там, не знаю, помогать мне ассистировать на съемке, или, например, там, то, что у меня на тот момент я работала с несколькими ретушерами, тоже, соответственно, да, вот такой момент. Плюс на тот момент достаточно активно у меня было вот это вот онлайн-обучение, которое я начала проводить. Соответственно, его я тоже аргументировала тем, что вот такой план развития, что планируется на следующий год. То есть на тот момент у меня был в планах переход на англоязычную аудиторию, и это, собственно, это все было, ну, презентация, классический вариант, Мгм. да, то есть все, что можно было в презентацию, было включено. Презентацию я делала на датском, несмотря на свои нелады с датским языком, но, собственно, как бы полностью на датском презентацию мы сделали. Документы мы подали, сейчас скажу, я подала документы, если не ошибаюсь, в январе 2021 года, и все выглядело достаточно хорошо и красиво. То есть я отвезла, мне не удалось, к сожалению, загрузить онлайн все эти прекрасные контракты и инвойсы. Когда я ездила, сдавала биометрию в миграционную службу, я им отвезла эти коробки, они на меня посмотрели большими глазами, сказали, что это, зачем вы это привезли. Я говорю, ну вы же, говорю, требуете документацию по часам. Ну, девочка на ресепшене, не знаю, на вот на этом приемном, да, которые берут биометрию, Мгм. она совершенно не поняла, зачем это, но все взяла, она дала мне какую-то расписку, что да, что у меня приняли документы, что их приложат к моему кейсу, как бы на этом все закончилось. Когда подаешь онлайн-заявку, то, соответственно, сразу у тебя приходит, да, то есть тебе нужно оплатить и Мгм. приложить вот этот, да, чек об оплате с подачей заявки. На тот момент это стоило что-то в районе 6 с чем-то тысяч, если я не ошибаюсь, 6 400, что-то такое. Ну, приличная сумма на самом Да. деле, так она бьет по бюджету, и, конечно, тебе очень хочется, чтобы тебя одобрили. Вот. Дальше, собственно, на самом деле было 10 месяцев тишины, то есть от миграционного консульства я не слышала ничего. Помимо того, что ты подаешься на постоянку, если вдруг кто-то не знает, нужно переподаваться на свой временный вид на жительство. То есть ты одновременно делаешь, да, вторую заявку, подаешь на временный вид на жительство, на такой же, который у тебя, соответственно, был до этого. Единственное, что ты за это не платишь, насколько я помню, то Мгм. есть, да, это бесплатная вот эта переподача, но сделано для того, собственно, как раз, что если вдруг приходит отказ по постоянке, то у тебя остается действующий вид на жительство, Мгм. да, там на ближайшие там 3 года условно. На момент рассмотрения постоянки, собственно, вот вид на жительство, который у тебя был до этого, должен действовать, да, не может быть такого, что он закончился, и ты ждешь только постоянку, то есть действующий вид на жительство должен быть на руках. Вот. Ответ мне пришел в конце ноября 2021 года. 8 месяцев. Запоминаем. С января по ноябрь ждали, получается. Нет, 10 месяцев, прям четко 10. 10 месяцев. Мгм. 10 месяцев 10 прям. У меня даже. прям, у меня прям чуть ли не, даже, мне кажется, чуть больше было, чем 10 месяцев. То есть я подавала где-то сразу после Нового года, а ответ где-то в конце ноября пришел. То есть такой почти 11 месяцев было. Миграционная служба никак не выходила со мной на контакт, то есть они не запрашивали у меня никакую дополнительную документацию. Пришел у меня отказ пришел с очень странной формулировкой, собственно, в
письме были перебраны 4 раза мои 4 отчета СКАТ, извините, да, еще подаются, да, отчеты налоговые, вот эти Мгм. СКАТ, да, соответственно, как часть документации. И вся документация по компании подавалась мной тоже. Соответственно, это балансы, да, по каждому году, это годовой отчет, собственно, из программы на тот момент из Economic он был, то есть по каждому году, опять же, да, то есть где видно, какие расходы по компании, куда расходы ушли, да, почему там, например, общий оборот такой, а прибыль вот такая. Ну и, соответственно, прибыль ее видно в отчетах СКАТ уже, да, то есть потому что в форме вот этой Энкельмен, собственно, доход компании– это твой личный персональный доход, который ты репортишь в налоговую. Вот Вот. этот момент у нас есть вопрос из чата Zoom. Мгм. Ты, получается, часть документов не получилось загрузить в электронном виде. И ты все-все распечатала на всякий случай и перевезла им, или только эту часть, которую не получилось загрузить? Нет, я им отвезла только то, что недозагрузила. То есть там достаточно большой объем PDF, который можно загрузить, Мгм. и там единственное ограничение просто на то, что можно, наверное, не знаю, при желании, может быть, можно загрузить и все инвойсы и контракты, ну просто вот представьте, за 4 года там у меня в год в среднем, там, не знаю, примерно, ну там 100-120 съемок минимум, да, то есть там 100, там условно 400 контрактов, там минимум по, не знаю, 2 страницы эти PDF, да, плюс еще столько же инвойсов нужно, собственно, загрузить. Я думаю, что это очумеешь сидеть и загружать, и я не уверена. У меня такое ощущение, что было ограничение, что оно не давало как-то загрузить, то есть сама система Ну, не давала это возможно. загрузить. Возможно, они Вот. исправили эту ошибку. Это Возможно, технический да, момент. возможно. Но туда нельзя залить zip-файлы, то есть только PDF они принимают и, по-моему, ну, Word, Excel документы. Но я загружала все в PDF, чтобы не было, да, проблем, чтобы точно формат прошел. Я точно, вот все документы у меня были, все было как бы переведено в формат PDF. Соответственно, я отвезла им только то, что я не смогла дозагрузить. То есть все основные документы были загружены онлайн. То есть там, понятное дело, что там паспорт, да, там твой Да, вид да. на жительство, который текущий, да, то есть вот эти репорты, отчеты налоговые, отчеты по МОМС, отчет по компании, регистрация компании, когда компания была зарегистрирована. По-моему, я даже, если я не ошибаюсь, я, по-моему, сохраняла еще годовые отчеты из банка, да, выписки из банка, чтобы было видно движение средств на счету компании. Вот. Ну и, собственно, да, то есть пришел отказ прекрасный, хлопаем в ладоши, все. И как бы я на самом деле, ну, то есть я очень расстроилась, потому что со мной никто не контактировал и не запрашивал никакую дополнительную информацию, хотя, казалось бы, да, почему нет, да, то есть я как раз думала и ожидала, что будут вопросы, что будут запрашивать, может быть, дополнительные документы, может быть, будут смотреть на расходы компании, там, да, соответственно, вот такие моменты. Как бы отказ приходит с формулировкой: "Вот у вас отчет, СКАТ за такой-то год, сумма прибыли такая же". Это не похоже на нормальную работу, ну, обычную вот это average job, как бы, да, то, Да. что мы называем. Это не похоже на нормальную работу, извините, не подходит по критериям. То есть И, собственно, и мало, так мало 4 раза. информации. Ну да, то есть прибыль по компании была небольшая. На тот момент, когда я подавалась, ну, не больше 100 000 у меня как бы каждый год было там прибыли Мгм. по компании, то есть такая какая-то цифра была. То есть, соответственно, ковидный год вообще там как бы у меня был провал за 2020 год, потому что я в 2020 году меняла систему и перешла с Никона на Sony. Ну, то есть там 10 тысяч евро просто ушло на смену, да, то есть на Мгм. самом деле, ну, то есть все как бы затраты по компании, они были очень, ну, оправданы. То есть оборот по компании был условно там от там 250 до там 400 тысяч, да, но при этом были достаточно большие расходы ввиду того, что там в 18-19 году, например, мне очень хотелось развивать направление travel-фотографии, и я действительно, например, там очень много времени и денег потратила на то, чтобы поездить по локациям за рубежом, по разным странам, посмотреть, куда можно возить людей, да, то есть совмещая полезное с приятным, например, да, там, когда мы едем, мы там условно девочковый тур делаем такой, да, то есть там компания из там 5 подружек едет, фотографируется, проводит классное время, и получается, да, вот такой вот своего рода фототур такой. И на самом деле это классный формат. У меня вот, ну, коллега-фотограф возит таким образом по Европе девушек, и я на самом деле была с ней тоже вот несколько раз. Мне очень нравится этот формат, он безумно классный.
в том плане, что, да, такое совмещение полезного с приятным, и всегда есть хорошие воспоминания в виде фотографий, да, причем красивых фотографий, то есть профессиональных, и не просто там где-то на телефон пощелкались, да, там, не знаю, в том же Провансе, например, да, это совершенно потрясающе, когда ты приезжаешь оттуда и привозишь, помимо, да, хороших воспоминаний, еще и классные фотокарточки. Вот. И собственно, как бы, ну, расходы по компании были оправданы, то есть у меня не было никаких там, не было никакой боязни про то, что, да, там, ой, а что-то у вас не туда деньги уходят, давайте мы вас сделаем обратно, там, не знаю, вот на тот момент я как раз узнала про то, что существует хобби-компания, да, и я такая, Мгм. о, там, как бы, не вернут ли меня в этот формат, там, с прибылью в 50 тысяч крон, да, вот, но нет, как бы, соответственно, отказ пришел вот на основании только отчетов СКАД, и, ну, меня это очень сильно, там огорчило и, в общем, ввело в какое-то состояние такое, в котором был очень большой вопрос. Почему? Потому что, ну, как бы есть часы, часы были окей, то есть у меня вообще вопросов не было. Там, кто меня хорошо знает, знает, что я даже уезжая в отпуск, я не расстаюсь с камерой и компьютером, и даже в отпуске нахожу съемки, работаю, да, помимо того, что есть всегда еще и обработка, которую ты делаешь. Соответственно, по факту я даже не могла написать, что у меня есть месяц отпуска, ну, такой, да, который вообще легально всем положен. То есть у меня каждый месяц были часы, и не было такого, чтобы часы скакали, там, допустим, здесь 50 часов, а там 140 часов. То есть вот это большой, на самом деле, вопрос всегда. Очень многие про часы спрашивают, потому что часов должно быть не больше, не меньше, ну, больше можно, да, не меньше 120 часов в месяц. Соответственно, нельзя их никак, то есть не может быть такого, что, например, там, условно, там, если мы берем свадебный бизнес, когда у нас там, мы, не знаю, зимой можем без работы сидеть. Люди очень часто, фотографы, зимой уезжают, не знаю, там, зимовать на Бали, условно, да, на заработанные за сезон деньги, то здесь это не прокатит. То есть придется искать работу и зимой для того, чтобы, да, было ровно все в течение года, каждый месяц, там, 120 часов. Соответственно, нельзя там в один месяц 240, а в другой ноль. То есть такое не прокатит. Вот по таким кейсам как бы совершенно точно приходят отказы. Что же делать? На самом деле, сначала я подумала о том, что, ну, окей, значит, будем ждать, когда вырастет прибыль, да, в компании. Собственно, я начала читать, а что же такое вот эта нормальная работа, на которую они, собственно, в которой они апеллируют. Мы вычитали, окей, там, про минимальную зарплату, про то, что, окей, там, минимальная зарплата на тот момент, по-моему, была там 200 что-то, нет, 100, что-то 80, по-моему, или что-то, около 200 тысяч, в общем, в год Мгм. была минимальная зарплата. Ну, то есть, соответственно, понятное дело, я пришла к вопросам к адвокату, спросила, я говорю, слушай, вот такая ситуация, как бы отказ пришел, что делать, как бы, да, то есть они апеллируют вот к какой-то нормальной работе, как нам им эту нормальную работу показать, вот. И, адвокат тоже на самом деле удивился на тот момент, сказал: странно, что как бы они не посмотрели больше ни в какие документы, да, то есть не посмотрели ни на оборот компании, ни на то, что вообще компания делает, о том, что, например, там оборот растет, да, что видно рост как бы, да, по компании в целом. Да, 2020 год, окей, был провал, то есть, да, было падение, но тем не менее предыдущие 3 года было заметно, что, да, что как бы, ну, идет рост дохода по компании, хоть он и не супер большой. Вот, и, ну, собственно, мы решили подавать апелляцию. Апелляцию у меня подавал адвокат. Сложного на самом деле ничего нет, там просто, ну, то есть ты как бы отправляешь письмо, да, в суд, это все делается там автоматически, опять же, через систему. Вот, ну, единственный момент, что я побоялась писать письмо сама, да, попросила, чтобы мне адвокат, собственно, написал письмо, отправил. Апелляция стоит около 1000 крон, что, ну, там 900, там что-то 80, что-то такое, около 1000 крон стоит апелляция. Мы подали апелляцию, адвокат оптимистично сказал, что, ну, обычно апелляция занимает от 4 там, месяцев, максимум 1,5 года ожидания. Ну, мы ждали 1,5 года, почти 2 Мгм. на самом деле. То есть со мной в следующий раз контактировал суд, уже когда я начала, собственно, дергать адвоката спустя там больше года, да, после того, как прошло с момента подачи апелляции, в марте 22 года, да, сейчас скажу правильно, нет, вру, в марте 23 года, простите, Мгм. да, то есть это у нас 21 год, в конце 21 года, да, в 22 году мы подали апелляцию, до марта 23 года у нас была тишина, никто нам не отвечал. В марте 23 года суд мне прислал письмо и запросил, собственно, дополнительные документы по компании, то есть они запрашивали документ. Ну, то есть, во-первых, пришлось обновить все, да, за те года, которые прошли уже дополнительно, то есть плюс 2 года. Плюс они запросили всю документацию по компании с подробными расходами, то есть прям вот, то есть все инвойсы, все расходы, все счета, не просто там сумма расходов, допустим, там, Мгм. не знаю, 30 тысяч в год там на, не знаю, там, на программы software, да, как бы там ушли по компании. Прям они просили подробно, прям полный отчет, да, то есть Мгм. детальный. Вот.
Дополнительно у них были вопросы, и они конкретно меня запрашивали отдельные комментарии по отдельным статьям расходов по компании, то есть что это, как это, зачем, то есть является ли это. Ну, то есть задача, собственно, суда была посмотреть, являются ли эти расходы инвестициями в компанию, да, инвестициями в развитие компании, что происходит, то есть есть ли рост по компании, и, соответственно, да, какие перспективы. Потому что вот такую основную, наверное, штуку, которую я вынесла, пока я, собственно, эти там 2 года ждала апелляцию, пока я общалась с другими людьми, кто подавался, у кого-то были отказы, у кого-то были позитивные. На тот момент, кстати, появились позитивные кейсы Мгм. похожие, и это придавало вообще надежды, на самом деле, что как-то оно все решится все-таки. Вот. Я поняла, что как бы что они ищут стабильность. Они очень хотят видеть стабильность и рост прибыли, понятное дело, да. То есть для них важно, чтобы доход не скакал, не прыгал, там в этом году 50 тысяч, в следующем году миллион. То есть вот такое им не нравится, да. То есть нравится миграционной службе и, собственно, суд, да, то не исключение в этой ситуации был, чтобы доход плавно рос, чтобы доход, да, соответственно, ну, как бы, чтобы было видно, да, что компания растет и есть перспектива развития у компании, да, что это. Наталья, насколько я поняла, мы говорим о безнале. То есть у тебя не было никаких операций с наличными, ни расходов, ни доходов наличных. На самом деле ситуация такова. То есть, все наличные расходы, если они есть, они Мгм. тоже проводятся через бухгалтерскую программу. Просто, да, они, соответственно, отражаются как Мгм. наличные расходы. Я практически не работаю с наличкой, очень мало. Ну, то есть бывают, конечно, клиенты, которые оплачивают наличными деньгами. Ну, соответственно, это все, то есть, как бы, не знаю, в большинстве случаев эти деньги кладутся на счет компании через банкомат, да, и, соответственно, это все проводится стандартным способом. Иногда бывает так, что у меня был момент с Данским банком, когда, собственно, у меня было какое-то количество наличных платежей, и я их клала на свой счет. То есть вместо того, чтобы класть их через банкомат на счет компании, я их клала просто сразу на свой личный счет, потому что, ну, как бы это же мои деньги. По факту, Мгм. да, что у меня приходит на компанию, оно же и уходит, там, я могу все деньги перевести себе на счет. И как бы налоги, собственно, я плачу с общей суммы. И Данский банку очень не понравилось, собственно, вот это внесение наличных. И они мне даже закрыли компанию, ну, не закрыли компанию, они мне закрыли счет на 1,5 месяца. У меня был закрыт счет по компании, именно по причине, что им, не нравилось вот это вот внесение наличных на личный счет, и они требовали объяснений, почему так, а почему это не на счет компании вносится. Ну, на самом деле, просто банальная, да, бюрократия, скажем так, то есть это очень легко решилось, то есть проблем не было. Почему закрыли счет компании на 1,5 месяца? Ну, это такой мой был косяк, потому что я просто провтыкала там какие-то письма от них. И когда уже закрыли, и пришло все-таки письмо в e-box, я наконец поняла, что-то происходит, да, надо как бы, надо разбираться. И было обидно на самом деле, потому что на тот момент у меня было, типа, висели там 3 или 4 безнал платежа, которые, ну, собственно, не могли прийти, потому что счет был закрыт, пока, собственно, до выяснения, да, обстоятельств. Вот. Ну, слава богу, достаточно быстро все открыли обратно. К чему еще как бы Данский банк придрался? Еще такой момент был. MobilePay прекрасный наш. То есть на тот момент я просто взяла, то есть понятное дело, что людям в Дании проще весь там оплачивать, да, MobilePay, и зачастую. И я в какой-то момент просто личный MobilePay привязала к бизнес-счету, и, собственно, платежи, которые у меня приходили от клиентов, они через мой личный счет попадали на счет компании. Сначала они приходили на мой личный счет, то есть вот с Данским банком мы пободались, собственно, я это все переподключила туда, вот, но где-то примерно через год Данский банк тоже мне опять пришел и опять высказал свое фи и сказал: так, это не годится, давай открывай бизнес MobilePay, как бы, то есть так нельзя. Вот. Но это на самом деле это заморочки это именно заморочки Данский банк по большей части, потому что я знаю, что до сих пор очень многие банки разрешают как бы работать через персональный MobilePay, и ну, не возникает этих вопросов. Я, к сожалению, тоже провтыкала такой момент, что, например, тот же Динера, почти всегда у них вот эта акция с MobilePay они делают, то есть если ты Динера, типа, подписываешься на платный аккаунт, да, который вот этот полноценный у них платный, который дает подсоединение к банку, там, да, чтобы видеть все платежки, платежи по банку, которые проходят интеграцию, они дают бесплатное подключение к бизнес MobilePay, и ты как бы 1 000 крон экономишь за подключение, вот. Я, к сожалению, этого, то есть поздно это увидела. Еще у меня вопрос по расходам. На апелляцию нужно ли подавать заново пошлину, платить адвокату, Мгм, наверняка нужно? мгм. Вот как ты оцениваешь свои расходы на вот эти все процессы документальные?
Да, господи, с судом ситуация такая. То есть на самом деле вот эта апелляция, да, она стоит 1000 крон. Очень зависит от того, какое решение выносит суд. В моей ситуации суд не вынес никакого решения, точнее их решение было это: мы рекомендуем кейс пересмотреть. Все. У меня есть пример, позитивный как бы кейсов, вот, 2 знакомых. Одна решила просто переподать сама, то есть она не подавала апелляцию, просто через какое-то время подала сама еще раз и, соответственно, да, просто повторно оплатила пошлину, переподала весь тот же самый набор документов. Там, ну, у нее, собственно, отказ был по другим причинам. Отказ был не из-за денег, а, господи, по нехватку, там не хватило. Рассмотрели кейс, в общем, раньше, чем надо, скажем так, да, то есть свои же сроки они ускорили. То есть официальное рассмотрение постоянки 10 месяцев, но сейчас очень много кейсов, когда кейсы рассматривают за 2, за 3 месяца, и то есть на самом деле, то есть вот человек таким образом попал, собственно, да, там не хватило 2 недель именно работы компании. Хотя тоже, на самом деле, у меня очень большие вопросы вот к этому кейсу. Я, если можно, поделюсь тоже им, потому что спрашивала как бы разрешение у девушки тоже поделиться этим. Ситуация, например, была такая, что человеку отказали на основании того, что не хватило 2 недель работы кафе, да, то есть часы человек доказывал тем, что у него есть кафе, которое работает там с 10 до 6, вот. Но при этом компания существует больше по времени, и вот эти 2 недели, то есть компания же существовала, и ей никак не захотели засчитывать. Ну, то есть, да, то есть даже не попросили никаких доказательств, что человек действительно эти 2 недели работал, и были часы, возможно, ну, то есть она спокойно могла бы доказать такое же количество часов спокойно, да, и не было бы отказа. Вот. На самом деле, вот эти кейсы гораздо, ну, проще, да, то есть когда ты предприниматель, и, например, ты открываешь там салон красоты или там кухню, которая, да, у которой есть официальные часы работы, то на самом деле доказывать вот, ну, да, такой вот прям супер документации по часам уже не требуется, да, вот как в моей ситуации. Но у меня нету фотостудии, там, да, то есть если есть, например, там фотостудия, которая открыта с 10 до 6, то все, как бы это уже оправдывает количество часов, которые даже на самом деле, если ты, наверное, там не проводишь эти часы, но как бы, да, есть официальные рабочие часы, соответственно, они будут засчитываться. И вот, к слову, о деньгах, да, то есть я сейчас к этому как раз вернусь, Мгм. потому что так как отказ был мотивирован именно нехваткой типа прибыли, вот есть у меня, да, собственно, вот этот кейс этой девушки, у которой не хватило времени, то есть там тоже прибыль была гораздо меньше, чем 200 тысяч, и, собственно, да, никто не придрался к деньгам, и это на самом деле корректно действительно, потому что официальных требований по прибыли или по деньгам их нету. То есть есть требования по часам, да, вот эти 120 часов, 30 часов в неделю, да, 120 часов в месяц минимум, может быть больше, но лучше, конечно, 37 часов не превышать, потому что для, собственно, частных предпринимателей и для вот таких вот, да, там компаний небольших есть штрафы за переработку, как это ни странно, хотя мы все очень хорошо понимаем, что, например, там, не знаю, кондитер, который работает на свое кафе, он явно работает не 30 часов в неделю, а все 60, и, ну, тем не менее, даже, то есть, если человек покажет 60 часов в неделю, ему могут, ну, просто прислать штраф за то, что у него переработка. То есть, как бы, датское трудовое законодательство будет тоже не дремать в этой ситуации. Вот. И возвращаясь, собственно, да, к деньгам, вот есть у меня еще один пример, собственно, на тот момент, когда у меня как раз суд вынес вот это решение о том, что кейс нужно пересмотреть, спасибо им, они, собственно, разрешили не платить пошлину второй раз. То есть кейс пересмотреть на тех условиях, которые были. Да, понятное дело, что мне нужно было обновить все документы, добавить новые, да, там, ну, отсутствующие 2 года, которые, собственно, висела апелляция, там, 2 года и 6 месяцев ну, примерно. Вот. А, но при этом как бы судебного решения как бы не было, да. И в этот же момент вот у меня была ситуация, я разговаривала тоже, я подписана на группу, из группы в "Фейсбуке" по постоянке, и люди там тоже делятся своими кейсами. Девушка поделилась кейсом, она тоже артист, и она поделилась кейсом, что у нее аналогичная абсолютно ситуация, как у меня, да, у нее тоже пришел отказ. Отказ пришел по такой же причине, как у меня, то есть только с апелляцией к репортам СКАТ. И у нее тоже она подавала апелляцию сама, и у нее суд вынес решение, что мы рекомендуем дать. То есть прям вот таким прямым текстом было написано, что рекомендуем как бы утвердить постоянку, да, и она тоже переподавалась. И у нее довольно быстро, кстати, миграционное консульство ей ответило примерно в течение 2 месяцев, что-то такое. Она получила ответ и получила постоянку.
У нее, кстати, тоже вот она подавала апелляцию сама, и апелляция заняла гораздо меньше времени, чем моя. То есть примерно где-то полгода у нее апелляция заняла. То есть весь процесс занял вот в течение года после отказа, она уже получила постоянку. В моей ситуации, соответственно, вот это вот, да, такое решение суд вынес, что пересмотреть, переподать документы. И мне пришлось, соответственно, переподать заново все документы. Вид на жительство у меня на тот момент был только-только обновлен. Соответственно, я не переподавалась второй раз на временный ВНЖ. Он у меня был прям, не знаю, я его получила там из серии, не помню, по-моему, в июне. И вот в сентябре, в конце сентября я переподавалась в прошлом году. Суд постановил, еще ограничил миграционную службу сроками. Он сказал Мгм. дать ответ в течение 4 месяцев. Ну, собственно, миграционная служба не торопилась, ответ мне дала через 8 месяцев. То есть, если ты бы подала вдруг больше часов, чем надо, с переработкой, имеет ли право, получается, миграционка подать эти сведения в трудовую инспекцию и как-то наказать за это, за Я переработку? подозреваю, что да. Вопрос всегда, наверное, стоит в том, какому человеку попадает твой кейс. То есть здесь, мне Мгм. кажется, очень сильно включается человеческий фактор, потому что, как в моем случае, явно человек, который рассматривал мой кейс, да, в первый раз, он явно даже не посмотрел на то, что я вообще частный предприниматель. То есть такое ощущение, что открыли кейс, посмотрели на отчеты СКАТ, на этом основании поставили отказ, как будто, да, ты бы, ну, то есть если бы ты работал на обычной работе, и ты бы подался с такой зарплатой, условно говоря, то, понятное дело, тебе бы как бы технически не хватало часов, потому что, ну, минимальная зарплата, мы там знаем, сколько у нас там в час, сколько, 120, 140, нет, 140, по-моему, крон, 130, не могу ошибаться сейчас, не помню, по-моему, было 120 крон в час минимальная зарплата, то есть у взрослого человека, да, то есть 18 плюс, то есть меньше зарплаты просто, ну, технически как бы датское законодательство не поддерживает это. То есть наверняка есть люди, кто, возможно, получает в час там меньше, но это, собственно, уже противоречит трудовому законодательству, да. То есть по факту люди, которые, собственно, работодатели, которые платят такую зарплату, они, ну, ниже вот, да, минимальной стоимости, они тоже нарушают закон по факту. Вот. Я думаю, что миграционная служба имеет право подавать эти данные. Я, честно, ну, то есть очень сильно затрудняюсь, то есть насколько это может быть все интегрировано здесь. Но я думаю, что они имеют право подавать эти данные, потому что если они изучают этот вопрос и видят, что, опа, ничего себе, у человека там, не знаю, 300 часов в месяц, ну, как бы, наверное, это будет вопрос какой-то, да, к этому. Кстати говоря, официального закона о минималке нету. Вот нету такой цифры минимальная оплата труда, но если у нас будут юристы комментировать эти эфиры и запись, то, пожалуйста, уточните, потому что мы обе не юристы, поэтому не будем тут путать людей. Ну, я эти сведения как бы, да, слышала от адвоката и от бухгалтера, Мгм. собственно, поэтому я только на это могу ориентироваться. Собственно, меня вот Да. так убеждали, говорили, что вот это вот минималка, как бы ниже не может быть, и Мгм. если человек, собственно, да, платит меньше, то он может тоже попасть под какую-то, там, не знаю, проверку условно, да. Я думаю, мы будем иметь это в виду. Если есть тут предприниматели, которые думают, сколько платить наемным работникам и хотят сэкономить, то, пожалуйста, проверьте. Все. Наталья, все-таки по расходам. Вот на первую подачу 6 000 оплатила, на апелляцию 1000 и на юриста сколько-то. Можешь оценить, сколько всего получилось расходов? Да, ну, на самом деле, у меня не было каких-то таких очень больших расходов здесь на юриста. И, слава богу, есть, как говорится, да, плюсы в том, что ты несколько публичный человек, и была возможность, да, там, как бы, там, пару консультаций, как бы, да, брать, в общем-то, на договоренностях. Это большой плюс на самом деле. То есть по факту, да, вот, ну, то есть там я заплатила за подачу и за апелляцию. Более того, был хороший плюс, а за апелляцию деньги мне вернули. Мгм. То есть суд посчитал, что они как бы ничего не сделали, собственно, да, их работа особо ни в чем не состояла. Хотя я очень удивилась этому, потому что по факту они запрашивали документы, они смотрели кейс, они, да, там проверяли данные, соотносили, и, собственно, какой-то человек все равно на этом кейсе сидел и работал. Вот. Ну вот, собственно, да, вот таким вот образом, то есть дело попало второй раз в миграционную службу, я им обновила полностью все данные, да, новые отчеты, новые, собственно, цифры. У нас была надежда на то, что, ну, мы уже перешли все эти рубежи, и, слава богу, прибыль за эти 2 года успела вырасти, поэтому вот у меня был провал 2020 года, который все еще попадал, как бы, да, в отчеты, там, 21 год уже был получше, 22 еще получше, ну и, собственно, как бы, да, 23 вообще был хороший, и
Мы даже, честно говоря, с учетом того, что я не получала ответ, там, не получила ответ в январе от миграционки, я даже порадовалась тому, что, ну, окей, давайте подождем новый отчет СКАТ, вот он придет красивый такой, да, Мгм. и как бы, возможно, в этом тоже будет, ну, свой как бы, да, какой-то плюс. У нас еще вопрос из чата остался неотвеченным про бумажку. Вот контракт, у тебя в бумажном виде все контракты были. У кого-то их нету. Насколько это критично, как ты думаешь? Я думаю, что должны быть хоть какие-то, ну, то есть какие-то, да, не знаю, если это не договор, ну, значит, должны быть инвойсы, да, то есть на Мгм. оплату, где прописана услуга, что она в себя включает, соответственно, количество часов, которое эта услуга занимает. Потому что мы тоже, знаешь, вот я, ну, допустим, там, в ситуации, когда ты фотограф или, там, не знаю, артист какой-то, да, как тебе эти часы, ну, там, оценить условно? Это же не 2 часа фотосессии и все, да, то есть там человек за 2 часа фотосессии платит там 7 000 крон, там, ну, конечно, нет, потому что помимо этого, да, есть там, не знаю, там 20 часов обработки и еще там, ну, то есть я вот, ну, фотосессию, например, я не считаю часы, которые я трачу там на свое продвижение, социальные, там, медиа и так далее, то есть вот это, ну, как бы у меня идет отдельной статьей. Наталья, спасибо тебе, что поделилась своим кейсом. Я надеюсь, друзья, вам было полезно. Те, кто смотрит на YouTube, оставляйте вопросы в комментариях на YouTube. Наталья их все увидит. Те, кто смотрит в Facebook, также Наталья будет отмечена в этих постах и увидит. Потому что тут можно еще много чего говорить по различным нюансам, по документам, по часам. Но главное, что у Натальи получилось, значит, и у других тоже должно получиться. Мы все за тебя очень рады и желаем тебе дальнейших успехов в фотобизнесе. И, конечно, ссылка на твою компанию будет у нас в комментариях. Спасибо, Ирина, спасибо за, да, что мы вместе поучаствовали и поделились, потому что хотелось действительно этим поделиться. И я думаю, что да, на все вопросы какие-то будут возникать, ребят, пишите в Телеграме или, собственно, под видео. Будем обязательно отвечать, комментировать. Я тоже хочу немножко подытожить, просто сказать буквально 2 слова про то, что я думаю, что самое главное, наверное, в кейсе, когда ты подаешь и, собственно, ждешь, не отчаиваться, собирать максимальное количество документации, которая есть, не бояться, собственно, в миграционную службу написать лишний раз, возможно, например, там в процессе даже ожидания уже отправить какие-то обновленные документы, даже вплоть до того, что у меня вот, ну, собственно, я там буквально перед уже получением ответа за неделю я отправляла им новый, да, отчет, годовой отчет, и собственно, планируемый доход на этот год в том числе. Иногда даже такая мелочь может, да, сыграть. Честно скажу, кстати, еще один момент, наверняка будет тоже этот вопрос. Когда, собственно, второй раз кейс рассматривали, у меня не запрашивали контракты и инвойсы. То есть у меня были файлы с часами, но дополнительно контракты и инвойсы обновленные я им не возила, вот эти 3 коробки. Я честно посчитала, что это трата моего времени и подумала о том, что если запросят, то как бы окей, будем думать. Но я знаю, что такое есть и запрашивают, потому что, собственно, да, коллега, которая получила, тоже фотограф, буквально передо мной постоянку, у нее запрашивали как раз контракты и инвойсы, поэтому не ленитесь, собственно, да, сделать лишнюю бумажку, которая фиксирует ваши взаимоотношения с клиентом и, собственно, да, даст вам возможность апеллировать в дальнейшем к тому, что вот есть клиент, по нему есть такое количество часов, да, или там количество потраченного времени. Ну, а, соответственно, да, про соцсети и там какие-то онлайн активности, которые, да, могут сопутствовать бизнесу, про это можно отдельно просто поговорить и отдельно, собственно, ответить на эти вопросы. Спасибо, Да, ребят. спасибо. Останавливаем запись. До новых встреч на нашем канале, в Фейсбуке и в группах. И всем хорошего дня.